Сейчас будет пересказ анимационного фильма «Губка Боб в 3D». Приятного вам просмотра. Пират по имени Бутерброд со своей командой чаек отправляется на атолл Бикини и крадет с одного из островов магическую книгу. Любой текст, написанный на страницах этой книги, воплощается в реальность. Сама книга представляет собой историю о том, как владелец ресторана «Помойное ведро» в подводном городе Бикини-Ботом Планктон в очередной раз пытается украсть рецепт фирменных крабсбургеров ресторана Красти Краб, его заклятого врага мистера Крабса. Его план по краже рецепта снова проваливается, благодаря повару ресторану Губке Бобу и его другу Патрику. И Планктон под предлогом того, что Крабс разозлил его и оставил у него всего лишь 1 цент, а дает ему последнюю монету. Мистер Крабс кладет этот цент в сейф с рецептом крабсбургеров. Монета эта оказывается поддельной и помогает Планктону проникнуть в сейф с секретным рецептом. Решив позлорадствовать над поверженным Планктоном, мистер Крабс узнает, что тот лишь робот, отвлекающий внимание, а настоящий Планктон пытается украсть рецепт крабсбургеров, активизирует сигнализацию. В это время Губка Боб открывает сейф и видит Планктона, который пытается подменить рецепт бургера на поддельный. В комнату врывается Крабс и видит, как Губка Боб пытается отнять у Планктона рецепт, но тот испаряется прямо в руках у Губки Боба и Планктона. Все их запасы крабсбургеров также исчезают, а без рецепта Губка Боб не может приготовить новые, потому что, согласно правилу, рецепт запрещено воспроизводить в любых формах, даже в снах и в галлюцинациях. После весь город остается без крабсбургеров. Планктон сбегает, и Крабс убеждает жителей города, что именно он украл рецепт, настраивая их против Планктона. Только Губка Боб знает, что Планктон не крал рецепт, и пытается убедить жителей города в его невиновности. За это его изгоняют из города. После постепенно весь Бикини-Ботом превращается в постапокалиптические руины, а его жители сходят с ума. Губка Боб и Планктон объединяются, чтобы найти похитителя рецепта. Они решают создать машину времени, чтобы найти рецепт до его пропажи и вернуть Бикини-Ботом в прежнее состояние. Для этого герой использует энергию компьютерной жены Планктона Карен. После путешествия во времени Губка Боб и Планктон попадают в место прошлого в будущее на 4 дня вперед. В будущем они встречают Патрика, который говорит о великом крабсбургерном голоде, о том, что только он остался верен Губке Бобу, в то время как остальные предали его, а Бикини-Ботом превратился в огромную пустыню. Преследуемый жителями города, Губка Боб и Планктон снова перемещаются во времени и на этот раз попадают к дельфину по имени Пузырь. Тот уже 10 тысяч лет охраняет порядок во Вселенной, следя за тем, что в ней не случилось ничего непредвиденного, например, от падения астероида. Попросив его подменить, Губка Боб и Планктон наблюдают столкновение Юпитера и Сатурна, но не могут этому помешать, вследствие чего Пузырь теряет работу, а их он собирается лишить жизни. Вскоре Губке Боба и Планктона все-таки получается вернуться в прошлое, в тот самый миг, когда таинственным образом пропадает рецепт. Но Губка Боб берет поддельный рецепт с оскорбительной запиской для Крабса, которым Планктон пытался подменить настоящий. Этим временем Бургер Бород, заполучивший рецепт крабсбургеров благодаря магической книге, открывает свой пищемобиль на пляже, торгуя крабсбургерами. Страница из книги, которую одна из чаек бросает в море, падает на дом друга Губки Боба, белки по имени Сэнди. Обезумевшая Сэнди говорит, что постапокалипсис Бикини-Ботома происходит из-за ярости сэндвичных богов, и для того, чтобы его остановить, нужна жертва. Ради блага народа Губка Боб приносит в жертву себя. Но в последний момент главный герой чувствует запах крабсбургеров и останавливает жертвоприношение для того, чтобы их найти. Запах приводит Губку Боба, Планктона, Патрика, мистера Крабса, Сквидварда и Сэнди практически на сушу, но они не могут вырваться из воды. Неожиданно появляется Пузырь, который благодарит Губку Боба и Планктона за то, что благодаря им он лишился наскучившейся работы и наделяет их способностью дышать на суше. После герой в новом обличии отправляется на пляж, следуя за запахом крабсбургеров. Встретившись с героями, Бургер Бород удивляется тому, что они дышат на суше. Губка Боб говорит ему, что они дышат благодаря Пузырю. Тот удивляется тому, что Пузыря в этой истории нет. Потом Патрик спрашивает пирата о конце истории, на что злодей отвечает: «Дайте-ка подумать». Кажется, Бургер Бород становится самым богатым хозяином пищемобиля во всем мире. Затем он рассказывает им, что это он украл секретный рецепт и сделал это с помощью магической книги.
С ее же помощью злодеи отправляют Губку Боба и его друзей на Пеликаний остров, в надежде, что там они погибнут. Как только они туда попадают, находчивая Сэнди достает страницу из книги, упавшую на ее дом. С помощью чернила осьминога Сквидварда Губка Боб пишет на странице о том, что герой возвращается на пляж и получает супергеройские способности. Когда герой исчезает, появляется Планктон. Он берет перо и пишет свой счастливый конец. Этим временем возле пищемобиля Бургера Борода собирается большая толпа, чтобы купить крабсбургеры. И позже появляется Губка Боб и его друзья. Теперь Губка Боб может в любой момент пускать мыльные пузыри с помощью своего шлема. Сэнди получает интересную способность. Она становится обыкновенной сухопутной белкой. В ходе битвы с Бургером Бородой его книга сгорает в огне печи. Также выясняется, что Планктон тоже наделен способностью. Он становится огромным и очень сильным зеленым великаном. Планктон побеждает Бургера Бороду и забирает его рецепт, а затем отправляет пирата на атолл Бикини, где и началось их приключение. И несмотря на многолетнюю вражду, Планктон отдает рецепт мистеру Крабсу, говоря, что усвоил урок о значении командной работы. После возвращения рецепта город Бикини-Ботом возвращается на круги своя, а Планктон все так же пытается украсть рецепт, сохраняя баланс сил в Бикини-Ботоме, но Губка Боб не верит ему. Этим временем Бургера Борода и его чайки поют песню из начальной заставки мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны», но не успевают допеть из-за вмешательства Пузыря, который говорит, что больше ее не будет, и начинается рэп-битва. Их битва заканчивается, и Бургер Бород вместе с чайками поют песню дальше. В конце мультфильма Пузырь говорит, что вышло очень даже неплохо. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите также свои мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня.